Российский автомобильный рынок нестабилен и конкурентоспособен, но автомобили, которые пользуются успехом в продажах в России, как правило, не так хороши на мировой арене в целом. Итак, мы сделали шаг назад с российского рынка, чтобы дать вам представление о том, что покупают автомобилисты со всего мира. Вот что мы выяснили, используя данные, собранные анализом автомобильной промышленности. Неудивительно, что внедорожники приобрели еще большую популярность. Сегмент вырос на 3% с 2018 года с общим объемом продаж 31 миллион единиц, что составляет колоссальные 39% мировых продаж легковых автомобилей. Это был также один из двух сегментов, в которых был зарегистрирован рост продаж в период между 2018 и 2019 годами. Самым продаваемым внедорожником в мире в 2019 году была Toyota RAV4, за которой следует Honda CR-V и Nissan X-Trail, которые также вошли в список самых продаваемых автомобилей в мире. Влиятельные Nissan Qashqai и Volkswagen Tiguan находятся в середине списка, и каждая модель продается в количестве около 550 тысяч экземпляров по всему миру. Пикапы также стали свидетелями роста популярности. Глобальные продажи выросли с 5 миллионов 330 тысяч до 5 миллионов 520 тысяч за последний год. Естественно, наиболее прибыльные рынки для пикапов являются США и Канада, автомобилисты которых купили 3 миллиона 530 тысяч единиц. Европа отстала от Северной Америки, на ее долю пришлось всего 3,5% продаж пикапов. Кроме того, благодаря росту пикапов на европейских и австралийских рынках, более мелкие модели, такие как Isuzu D-Max и Ford Ranger, продемонстрировали заметный рост продаж. Первый увеличил свои продажи на 2%, а последний улучшил продажи на 33% для общих глобальных показателей. А это 250 тысяч и 357 тысяч соответственно. Практически во всех остальных типах легковых автомобилей в 2019 году наблюдался спад продаж. У седанов сравнительно незначительное снижение на 6%, в то время как продажи минивенов показали более резкое падение мировых продаж на 14%. Хэтчбеки были где-то посередине, с мировым снижением продаж примерно на 11%. Топ-10 самых продаваемых автомобилей в мире. Toyota и Honda демонстрируют исключительно хорошие результаты на мировой арене. 7 из 10 самых продаваемых автомобилей на планете принадлежат им, вероятно из-за репутации обоих брендов в отношении доступности и надежности. Как всегда в списке есть пикап Ford F-150, хотя он потерпел незначительное снижение продаж, уступив покупателей меньшим и более современным пикапам. Итак, с вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru, и мы собрали список 10 самых продаваемых автомобилей в мире. На 10 месте Honda Accord. Седан Honda Accord отлично продается у нас и за рубежом, с результатом 587 тысяч единиц в 2019 году. В прошлом году объем продаж седана увеличился на 15%, что делает его вторым по росту популярности на мировом автомобильном рынке после RAV4. На 9 месте Honda HR-V. Еще одна Honda и еще одно знакомое лицо. HR-V продается в Северной Америке, Австралии, Бразилии и некоторых азиатских рынках, в значительной степени в той же спецификации, что и в России, хотя американские покупатели получают немного другие моторы. Продажи были высокими в 2019 году, было продано по всему миру 626 тысяч экземпляров. На 8 месте Honda Civic Sedan. Седан Honda Civic конкурирует с Sentra и Corolla. В 2019 году купили около 666 тысяч экземпляров, что составляет годовой рост продаж на 2%. На 7 месте Nissan X-Trail. Nissan X-Trail по существу это большая версия Qashqai, которая призвана конкурировать с громоздкими кроссоверами. В прошлом году было продано около 674 тысячи экземпляров.
Хотя это довольно значительное падение продаж модели на 10% в годовом исчислении, что вероятно связано с тем, что X-Trail будет заменен на совершенно новую модель в следующем году. На шестом месте Toyota Camry. С момента своего появления в 1982 году Camry была стойкой на мировом автомобильном рынке. Она соперничает в главной степени с Volkswagen Passat. В прошлом году Toyota перевезла 708 тысяч автомобилей по всему миру, и легко понять почему. Он хорошо оборудован, удобен и благодаря своей гибридной силовой установке довольно экономичен, имея расход 4,7 литра на 100 километров. Тем не менее, он разочаровывает информационно-развлекательной системой Toyota. На пятом месте Nissan Sentra. Sentra – это еще один автомобиль, который противостоит растущему увлечению кроссоверами, поднявшись на пятое место в глобальном объеме продаж с показаниями 722 тысячи единиц. Эта модель предназначена только для США и выступает в качестве прямого конкурента бестселлера седана Toyota Corolla. И она построена на тех же принципах практичности, надежности и доступности. При стартовой цене всего $19 310. На четвертом месте Ford F-150. Пикап Ford F-150 был самым продаваемым автомобилем в Америке в течение последних 39 лет. В основном потому, что он удовлетворяет все их потребности. Он большой, практичный, удобный и ужасно дешевый, что делает его доступным практически каждому американскому потребителю. На третьем месте Honda CR-V. Honda CR-V наступает на пятки RAV4 с глобальными цифрами продаж 831 тысячу единиц. Продажи также выросли на 14% за последний год, отчасти благодаря качеству сборки кроссовера, практичному салону и хорошему уровню стандартного оборудования. Бензиновые двигатели автомобиля немного прожорливы, но этот главный недостаток CR-V меньше беспокоит рынки, где бензин дешевый, например, Америку и Россию. На втором месте Toyota RAV4. Toyota также заняла и второе место, на этот раз с кроссовером RAV4. За последний год в мире было продано почти 1 миллион экземпляров, что на 19% больше, чем в 2018 году. Несмотря на плохую информационно-развлекательную систему и шумную коробку передач вариатор, кроссовер также хорошо продается в России и Европе, так как его ассортимент экологически чистых гибридных силовых агрегатов помогает сохранить низкий уровень налогообложения для покупателей автомобилей. И на первом месте Toyota Corolla Sedan. Несмотря на подавляющий толчок в сторону внедорожников и кроссоверов, седан Corolla занимает первое место в этом списке с более чем 1 200 000 единиц, проданных во всем мире в течение 2019 года. Он доминирует на североамериканском рынке уже несколько лет и пользуется успехом в продажах по всей Европе с результатом 47 тысяч экземпляров в прошлом году. Мы обнаружили, что седан вполне приятен для вождения, но ему немного не хватает производительности. На этом все. Не забудьте указать в комментариях, какие еще автомобили вы бы добавили в этот список. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, если считаете, что японские автомобили самые популярные. Но если вы хотите поставить дизлайк, то объясните свой выбор в комментариях.